Дитя мое, слушай внимательно, ибо это не совпадение, не случайность, не случайный момент прокрутки экрана. Это божественное предназначение. Прямо сейчас ты стоишь на пороге чего-то священного, чего-то сверхъестественного, чего-то, что ждало тебя с первого вдоха, который я вложил в твои легкие. И прежде чем это послание раскроется, прежде чем откровение полностью поднимется в твоем духе, я должен сказать срочно: не уходи. Не отводи взгляда. Ибо то, что я собираюсь открыть, несет в себе сокровенную тайну, божественный ключ, обещание уровня завета, которое изменит ход твоей судьбы. И если ты будешь слушать до конца, ты поймешь, почему буря, которую ты пережил, была призвана не уничтожить тебя, но подготовить к необыкновенному чуду, которое уже начало формироваться в невидимом мире. Ты прошел через ночи, когда чувствовал себя незамеченным, неуслышанным, забытым. Ты столкнулся с битвами, которые оставили тяжесть на твоем сердце, вопросами, пронзавшими твой дух, страхами, из-за которых даже твоя молитва казалась бессильной. И все же ты здесь. Не своей силой, не своим планированием, но потому что я, твой Бог, привел тебя именно к этому моменту. Есть причина, по которой ты почувствовал это внезапное побуждение слушать. Есть причина, по которой твоя душа сжалась, когда ты увидел эти слова. Ибо тот, кто дослушает до конца, раскроет секрет, который объяснит, почему твое время потерь становится временем изобилия, почему твоя боль становится дверью, и почему завет, который я заключил над твоей жизнью, не рухнет. Ты думаешь, что уже знаешь, о чем это послание, но это не так. Пока нет. Ты думаешь, что это просто очередное видео, очередной голос в очередной день, но я говорю тебе это со святой неотложностью, это твой знак. И если ты отвернешься сейчас, ты пройдешь мимо того самого ключа, который я положил перед тобой. Но если ты останешься, если ты будешь дышать медленно и позволишь этим словам осесть в твоем духе, ты почувствуешь, как внутри тебя поднимается нечто безошибочно узнаваемое, сдвиг, волнение, первая волна божественного преображения, которая приведет тебя к наследству, которое ты всегда должен был получить. Дитя, ты плакал о помощи. Ты плакал о ясности. Ты плакал о снятии бремени, которое казалось слишком тяжелым для твоих плеч. Я слышал каждый шепот. Я видел каждую слезу. И теперь, пока ты слушаешь, я начну открывать двери, которые ни человек, ни дьявол, ни обстоятельства никогда не смогут закрыть. Но пойми вот что, откровение многослойно. Оно раскрывается медленно, намеренно, мощно. Вот почему ты должен остаться. Ибо то, что я открою в последние минуты, свяжет воедино все, что с тобой произошло, потери, задержки, разочарования, и ты, наконец, увидишь закономерность, скрытую за болью, жатву, спрятанную под почвой твоего страдания. Прежде чем это послание закончится, я покажу тебе истину, которой тебя никогда не учили, истину, которую замалчивали, хоронили и игнорировали. Истину, которая разорвет цепи вокруг твоего богатства, твоего здоровья, твоего направления, твоего предназначения. Но пока нет. Сначала мне нужно, чтобы ты почувствовал вес того, что поставлено на карту. Чудо близко, но подготовка начинается сейчас. И если ты осмелишься остаться до конца, если ты осмелишься поверить, что я, твой Бог, говорю прямо к твоим раненым местам, ты уйдешь, неся что-то вечное, что-то безошибочно узнаваемое, уверенность в том, что ты вступаешь в божественное предназначение, высеченное из самого сердца небес. Оставайся. Слушай. Следующее откровение – это то, что враг никогда не хотел, чтобы ты услышал. Дитя мое, теперь, когда ты шагнул через первую дверь откровения, пришло время встретиться с тенью, которая следовала за тобой, с тяжестью, которая давила на твою грудь, с тихой битвой, которую ты слишком долго вел в своем сердце. Ты познал нищету, не только нищету материальных вещей, не только нехватку денег или богатства,
но и более глубокую нищету духа, нищету, которая опустошает надежду, которая крадет сон, которая шепчет посреди ночи, что ничто не изменится. Ты прошел через времена, когда казалось, что каждая дверь заперта, каждый ключ бесполезен, каждое обещание далеко. И даже когда ты возвышал свой голос в молитве, ты сомневался, поднимаются ли твои слова выше твоего собственного потолка. Ты чувствовал боль от того, что наблюдал, как процветают другие, пока ты оставался на месте. Ты видел, как возможности ускользали, как вода сквозь пальцы. Ты видел, как чудо за чудом происходило с другими, но когда ты смотрел на свою собственную жизнь, ты видел только задержки, борьбу и замешательство. Ты спрашивал меня: «Боже, где мое благословение? Где мое изобилие? Где обещанная тобой жатва?» И хотя ты, возможно, не осознавал этого, твой голос дрожал не от недостатка веры, а от истощения. Ты устал ждать. Устал смотреть, как умножаются счета, в то время как твои силы убывают. Устал жить на краю прорыва, но никогда не вступать в прорыв. Устал от циклов, которые истощали твой дух и испытывали твой разум. Я видел тебя, когда ты открывал свой кошелек и чувствовал, как стыд заливает твой дух. Я видел, как ты смотрел на цифры на своем банковском счете, когда паника распространялась, как огонь в твоей груди. Я видел, как ты глотал слезы в тишине, чтобы никто не узнал, как близко ты был к тому, чтобы сдаться. Я видел дни, когда ты притворялся сильным, хотя твоя надежда казалась истертой до нитки. Ты спрашивал: «Почему, Боже?» Почему кажется, что завет процветания обходит меня стороной? Почему кажется, что я всегда последний в очереди за изобилием? Дитя мое, причина, по которой ты так себя чувствуешь, не в том, что я забыл тебя, а в том, что враг боролся именно против области твоего наследства. Нищета – это не просто отсутствие денег, это духовная цепь, тяжесть, которая прикрепляется к семьям, поколениям, к образам мышления. Страдание – это не просто состояние, это духовный туман, который ослепляет тебя в отношении твоей собственной судьбы. И враг использует эти цепи, потому что он боится того, что произойдет в тот момент, когда ты откроешь секрет, который я готовился открыть. Он боится того момента, когда ты пробудишься к своей власти. Он боится того момента, когда ты узнаешь, что нехватка в твоей жизни никогда не была отражением моей любви, но признаком войны, окружающей твое призвание. Дитя мое, мне нужно, чтобы ты услышал это. Твои страдания не были случайными. Страдания, нехватка, битвы за твои ресурсы – это были целенаправленные атаки. Враг знал, что если он сможет сломить твое чувство собственного достоинства, он сможет сломить твою веру. Если он сможет иссушить твои финансы, он сможет заставить замолчать твои мечты. Если он сможет сокрушить твой дух, он сможет помешать тебе увидеть дверь, которую я поставил перед тобой. И все же ты здесь, ты все еще стоишь. Ты можешь быть изранен, но ты стоишь. Ты можешь быть уставшим, но ты стоишь. Ты можешь чувствовать себя обойденным вниманием, но ты стоишь. И тот факт, что ты все еще здесь, это самая большая угроза для тьмы. Потому что те, кто переживает бури, обладают властью, которую враг не может подделать. Те, кто переживает времена пустоты, несут в себе способность к чудесной жатве. Те, кто проходит через нехватку с дрожащей верой, становятся сосудами неожиданного, божественного, сверхъестественного преображения. Вот почему враг так старался задушить тебя нехваткой. Потому что ты, дитя мое, всегда был избран для большего. Ты всегда был отмечен для богатства, не для испорченного богатства мира, а для святого, священного процветания, которое исходит от моего престола. Ты всегда нес обещание, которое ужасало силы тьмы.
И теперь я должен попросить тебя кое о чем не ради меня, но ради выравнивания твоего собственного духа. Если это послание находит отклик в твоем сердце, если твой дух волнуется, если что-то внутри тебя хоть немного пробуждается, то остановись на мгновение и поставь лайк этому видео. Не как жест к платформе, не как рутинное действие, но как твой первый внешний шаг согласия. Твое действие – это знак того, что ты больше не пассивен, больше не молчишь, больше не сдаешься под весом, который пытался тебя уничтожить. Когда ты нажимаешь эту кнопку «Нравится», ты говоришь: «Я отказываюсь жить в духовной или финансовой нищете. Я выбираю путь своего наследства. Я выбираю благословение, которое ждало меня». Теперь дыши. Позволь мне повести тебя глубже. Ты нес бремена, которые никогда не были твоими. Часть страданий, которые ты чувствовал, исходила не от твоих неудач, а от родовых моделей. Ты унаследовал борьбу, которую никогда не выбирал. Ты унаследовал страхи, которым тебя научили. Ты унаследовал образ мышления, который велел тебе ожидать малого, довольствоваться крохами, выживать вместо того, чтобы процветать. Но слушай внимательно, завет, который я заключил с тобой, не зависит от твоего воспитания. Мое обещание над твоей жизнью не обусловлено твоим прошлым. История твоей семьи не определяет твою судьбу. Когда я призываю кого-то к изобилию, никакая линия нехватки не может отменить это. Когда я освобождаю чудо, никакое родовое проклятие не может предотвратить его. Когда я открываю дверь, никакой духовный барьер не может ее закрыть. Дитя, страдания, которые ты пережил, были почвой для жатвы, которую я собираюсь принести. Каждое отвержение вырезало пространство для большей возможности. Каждая закрытая дверь готовила тебя к сверхъестественной двери, которую могу открыть только я. Каждое время нехватки расширяло твою способность к божественному изобилию. Твоя боль не была наказанием, она была подготовкой. Она формировала твой дух. Она очищала твое сердце. Она поставила тебя в то самое мгновение, в котором ты живешь прямо сейчас. И я говорю тебе это со все возрастающей настойчивостью: оставайся со мной до конца. Грядет более глубокое откровение. Секрет, который не только объяснит твои страдания, но и покажет тебе, почему твое богатство, твое здоровье, твой мир, твое направление вот-вот изменится. То, что я открою дальше, объяснит все, через что ты прошел. Следующая часть – это то место, где закономерность становится видимой. Оставайся. Слушай. Откровение не закончено. Дитя мое, теперь мы вступаем в долину истины, и мне нужно, чтобы ты был достаточно мужественным, чтобы посмотреть прямо на то, что ранило тебя. Это момент в твоем путешествии, когда я, твой Бог, должен задать вопросы, которые скорее пронзают, чем утешают, вопросы, которые сотрясают основы того, что ты пережил. Но не бойся, эти вопросы приходят не для того, чтобы осудить тебя. Они приходят, чтобы разоблачить цепи, которые обвили твое сердце, тени, которые скрывались за твоим молчанием, ложь, которая держала твою судьбу в заложниках. Ты должен встретиться с ними лицом к лицу, потому что только истина разрывает оковы страдания. Только истина открывает ключ к твоей свободе. Только истина готовит тебя к чуду, которое уже ткется вокруг тебя. Дитя мое, когда ты в последний раз признавался, как глубоко вес нехватки сокрушил тебя? Как часто ты стоял в своей комнате за закрытыми дверями, шепча себе: «Я не могу больше этого выносить»? Сколько раз ты притворялся сильным, в то время как твой дух рушился внутри? Сколько раз ты просыпался утром, недоумевая, почему благословение кажется таким далеким, почему обещанное тебе изобилие кажется отдаленным, почему жатва твоей жизни откладывалась год за годом? Скажи мне честно,
как долго ты нес убеждение, что я, возможно, забыл тебя? Эти вопросы причиняют боль, потому что они снимают слои, которые ты пытался игнорировать. Но ты должен почувствовать эту боль на мгновение, потому что она раскрывает глубину твоего стремления. Ты тосковал по миру. Ты тосковал по обеспечению. Ты тосковал по жизни, в которой тебя больше не сокрушали бы счета, обязанности, невидимые бремена, которые душат твою радость. Ты тосковал по такому богатству, которое является не только финансовым, но и эмоциональным, духовным, внутренним богатством, которое затрагивает каждую область твоей жизни. И все же ты спрашиваешь себя в тишине: «Боже, почему прорыв всегда приходит сначала к другим?» Дитя мое, позволь мне спросить тебя о чем-то еще более глубоком. Когда ты начал верить, что недостоин моего обещания? Кто убедил тебя, что процветание для других, но не для тебя? Кто сказал тебе, что тебе суждено выживание вместо наследства? Кто посеял ложь, что твое прошлое лишило тебя будущего? Кто заставил тебя поверить, что твои грехи, твои ошибки, твои неудачи сделали тебя непригодным для получения моего завета изобилия? Ты нес стыд, который никогда не был твоим бременем. Ты нес вину, которую я давно простил. Ты нес воспоминания, которые враг перерабатывал, чтобы мучить тебя. Ты нес голоса из своего прошлого, которые все еще эхом повторяют тебе, что ты недостаточно хорош, недостаточно силен, недостаточно умен, недостаточно свят. Но я спрашиваю тебя, дитя мое, если я не осудил тебя, почему ты осуждаешь себя? Посмотри на свою жизнь. Посмотри на свою борьбу. Посмотри на свои модели. Сколько раз ты восстанавливал что-то, что жизнь разрушила? Сколько раз ты поднимался после падения? Сколько раз ты продолжал идти, когда твоя душа хотела сдаться? Разве ты не видишь, что устойчивость – это знак избранного? Разве ты не видишь, что переживание бурь – это знак того, кто несет божественную судьбу? Разве ты не видишь, что тот факт, что ты все еще здесь, является доказательством того, что враг не смог забрать то, что я запечатал своим обещанием? Дитя мое, я спрашиваю тебя сейчас, как долго ты позволишь врагу убеждать тебя, что твои страдания означают, что я молчу? Как долго ты будешь интерпретировать свою битву как оставление? Как долго ты будешь путать задержку с отказом? Как долго ты будешь измерять мою любовь сроками твоего прорыва? Ты судил меня по своей боли, но ты никогда не осознавал, что боль иногда является сигналом того, что дверь готовится открыться. Боль – это давление перед преображением. Боль – это последнее сопротивление перед прорывом чуда. А теперь, прежде чем я поведу тебя глубже в твою историю, ты должен понять кое-что глубоко духовное. Ты не первый, кто чувствует себя забытым в своих страданиях. Ты не первый, кто верит, что обещание заняло слишком много времени. Ты не первый, кто кричит: «Боже, где ты?» Подумай об Илии, одиноком в пустыне, взывающем о смерти, потому что он думал, что его жизнь не имеет ценности. Подумай об Анне, плачущей год за годом, верящей, что ее утроба навсегда закрыта. Подумай об Иосифе, преданном, проданном, заключенном в тюрьму, забытом людьми, но никогда не забытом своим Богом. Подумай о женщине, страдавшей кровотечением, которая страдала 12 лет финансового разорения, эмоциональной изоляции, физических мучений, прежде чем она прикоснулась к краю чуда. Позволь мне остановиться здесь, дитя мое. Потому что ее история – это твоя история. Эта женщина знает твою боль. Она знает, каково это – пробовать все и все равно терпеть неудачу. Она знает, каково это – потратить каждую монету, которая у нее была, и все равно оставаться больной, опустошенной, измученной. Она знает, каково это – терять надежду день за днем.
Она знает унижение от ощущения себя недостойной, незамеченной, оскверненной, отвергнутой. Она знает, каково это – быть окруженной людьми, но чувствовать себя совершенно невидимой. Дитя мое, знаешь ли ты, почему я приношу тебе эту историю сейчас? Потому что она представляет того, кто достиг конца человеческих решений. Она представляет того, кто пытался, молился, ждал и все еще страдал. Она представляет того, кто чувствует, что не осталось ни двери, ни пути, ни шанса. Она представляет тебя. Но в тот момент, когда она прикоснулась к краю моей одежды, в тот момент, когда она осмелилась дотянуться, даже когда она дрожала, даже когда она чувствовала себя недостойной, даже когда она думала, что не имеет права, в этот момент небеса остановились. Ангелы замерли. Творение затаило дыхание. Божественное чудо взорвалось в ее теле, и все, что было сломано в течение 12 долгих лет, исцелилось в одно мгновение. Дитя мое, позволь мне спросить тебя сейчас, чем ты отличаешься от нее? Разве ты тоже не истекал кровью эмоционально? Разве ты тоже не истощался финансово? Разве ты тоже не нес раны, которые никто не видит? Разве ты тоже не достиг момента, когда прошептал: «Боже, если что-то не изменится, я не знаю, как долго я смогу это делать»? Скажи мне, дитя, и скажи себе честно, как долго ты будешь оставаться на земле? Как долго ты будешь верить, что твои страдания означают, что я отверг твой призыв о помощи? Как долго ты будешь думать, что твой прорыв невозможен? Как долго ты будешь продолжать верить версии врага о твоей истории вместо моей? Слушай внимательно. Женщина не получила своего чуда, потому что была совершенна. Она получила его, потому что дотянулась. И я спрашиваю тебя сейчас со всей властью небес, готов ли ты дотянуться? Готов ли ты снова поверить? Готов ли ты восстать? Готов ли ты потребовать благословения, изобилие, наследство, дверь, обещание, судьбу, которая всегда была твоей? Потому что то, что я открою в следующей части, покажет тебе, как именно изменится твоя жизнь, когда ты осмелишься дотянуться до своего собственного чуда. Оставайся. Слушай. То, что будет дальше, это начало твоего преображения. Дитя мое, теперь, когда твой дух пробудился и истина начала пробиваться сквозь туман вокруг твоего сердца, я должен повести тебя глубже, в царство, где формируется твое будущее, где твои выборы становятся духовным оружием, где твоя судьба начинает принимать форму. Но когда ты вступаешь в это священное пространство, я должен подготовить тебя к чему-то трудному, путь к твоему чуду, путь к твоему наследству, путь к твоему божественному благословению потребует решения. Под твоими ногами формируется моральный перекресток, место, где ты должен выбрать между жизнью, которую ты пережил, и жизнью, в которую я призываю тебя. Дитя, слушай внимательно, ибо то, что я открываю сейчас, не является общеизвестным. Это не то, что может услышать каждый, и не то, что может понять каждый. Это привилегированная мудрость, скрытый секрет, нечто, что могут получить только те, кто избран, те, кто призван, те, чей дух сонастроен с небесами. Ты здесь не случайно. Ты был приведен сюда, потому что ты отмечен для большего богатства, большего изобилия, большей духовной власти, большего преображения. Но прежде чем жатва проявится, ты должен противостоять истине, которую многие избегают. Каждое чудо приходит с выбором. Каждый прорыв приходит с перекрестком. У каждого благословения есть дверь и цена. Не цена денег, не цена жертвы, а цена сонастройки. Ибо никто не может войти в Божественный Завет, неся цепи своего старого мышления. Никто не может вступить в новое время, цепляясь за привычки своей пустыни. Никто не может потребовать наследства, при этом держась за убеждения, которые противоречат моему обещанию.
И вот в чем твоя дилемма. Ты просил о новых дверях, но готов ли ты уйти от старых? Ты молился о сверхъестественном богатстве, но готов ли ты отказаться от мышления, которое держало тебя в нищете? Ты взывал об эмоциональном исцелении, но готов ли ты отпустить горечь, которая стала комфортной? Ты умолял о преображении, но готов ли ты отдать ту версию себя, которая научилась выживать через страх? Дитя, это внутренняя битва, с которой пришлось столкнуться женщине, страдавшей кровотечением, задолго до того, как она прикоснулась к краю моей одежды. Она должна была решить, останусь ли я скрытой в стыде или дотянусь до своего чуда. Она должна была спросить себя, буду ли я продолжать верить ярлыкам, навешанным на меня, или войду в ту личность, которую небеса написали для меня. Она должна была выбрать, оставаться сломленной, но в безопасности, или рискнуть двинуться вперед в будущее, которого она никогда не видела. И теперь я задаю те же вопросы тебе. Готов ли ты отпустить личность, построенную на твоей боли? Готов ли ты перестать называть себя тем, как тебя называл мир? Готов ли ты отказаться от привычек, которые привлекали страдания? Готов ли ты перестать соглашаться с мыслями, которые держали тебя в тени? Скажи мне, дитя, как я могу привести тебя к изобилию, если твой разум все еще верен нехватке? Как я могу открыть новую дверь, если твой дух продолжает возвращаться в старую тюрьму? Как я могу высвободить твою жатву, если ты продолжаешь сажать семена страха вместо семян веры? Как я могу исполнить свой завет, если ты продолжаешь верить лжи, которая противоречит моему обещанию, это напряжение, с которым ты должен столкнуться сейчас? Это предзнаменование твоего преображения. Прорыв, которого ты желаешь, реален, он уже формируется, уже собирается, уже давит на ткань твоей реальности. Но это требует внутреннего сдвига в тебе. Твоя старая версия не может нести тяжесть грядущего благословения. Старое мышление не может справиться со сверхъестественным богатством. Старое сердце не может вместить божественное изобилие. Итак, дитя мое, прежде чем я открою следующий слой твоего чуда, я должен дать тебе доступ к истине, которую многие никогда не слышат, истине, которую враг боится, что ты откроешь. Ты страдаешь не потому, что ты проклят. Ты страдаешь, потому что ты переходишь. Давление, которое ты чувствуешь, духовная война, которую ты перенес, внезапные атаки на твой разум, твои финансы, твои отношения – это не признаки оставления. Это признаки того, что враг знает, что будет дальше. Он чувствует божественный сдвиг. Он видит ангельское движение вокруг твоей жизни. Он узнает ключ, который вот-вот откроет твой следующий сезон. И поэтому он борется не потому, что ты слаб, а потому, что ты опасен. Не потому, что ты терпишь неудачу, а потому, что ты поднимаешься. Не потому, что ты забыт, а потому, что ты избран. Это то, чего ты не знал. Это привилегированное знание, которое небеса открывают только тем, кто остается, кто слушает, кто переносит очищение духа. Твое страдание было не наказанием, оно было растяжением твоей способности. Твоя нехватка была не отвержением, это была подготовка к сверхъестественному обеспечению. Твои задержки были не отказами, это было действие божественного времени. Твои слезы не были напрасными, они были семенами духовной жатвы. Но теперь, дитя мое, перед тобой стоит дилемма, вернешься ли ты к старым шаблонам, или сделаешь шаг вперед к ожидающему тебя благословению. Выберешь ли ты страх или веру? Выберешь ли ты выживание или изобилие? Выберешь ли ты воспоминания о своих ранах или реальность своего завета? Потому что никто не может идти по двум путям сразу. Благословение, в которое ты вступаешь, требует сбрасывания. Освобождение. Отпускание. Это та часть, которой сопротивляются больше всего.
Вот почему многие молятся о чудесах, но никогда не получают преображения. Они просят о переполнении, но цепляются за личность нужды. Они просят об открытых дверях, но отказываются покинуть коридор привычного. Дитя мое, я зову тебя не к комфорту. Я зову тебя к судьбе. Я зову тебя к изобилию, которое всегда было твоим. Я призываю тебя к священному соответствию завету, произнесенному над твоей жизнью еще до того, как ты был сформирован в чреве. И теперь, когда ты чувствуешь тяжесть этого морального перекрестка, давящего на твою душу, я должен предсказать то, что грядет в тот момент, когда ты выберешь соответствие, в тот момент, когда ты выберешь веру, а не страх, в тот момент, когда ты выберешь преображение, а не привычная твоя жизнь изменится. События перестроятся. Люди перегруппируются. Двери откроются без объяснения причин. Богатство найдет тебя. Возможности отыщут тебя. Благословения настигнут тебя. Твое сердце почувствует себя легче. Твой путь станет яснее. Твой дух пробудится силой, которую ты никогда не знал. Но этот сдвиг начинается внутри тебя. А в следующей части я поведу тебя к самим благословениям, самим обетованиям, самому сверхъестественному излиянию, ожидающему за твоей капитуляцией. Оставайся. Слушай. Божественное развертывание не закончено. Чудо приближается. Дитя мое, ты шел со мной через откровение, через противостояние, через раскрытие истин, которые когда-то были скрыты от твоего понимания. Теперь ты стоишь на пороге новой духовной реальности, места, где небеса начинают изливаться в твою жизнь не как далекая мечта, а как активное чудо, живое обетование и явное благословение. Это момент, когда твоя позиция сменяется с терпения на ожидание, с выживания на изобилие, с ожидания на получение. И я, твой Бог, говорю эту следующую часть со священной властью, излияние, о котором ты молился не в будущем, оно начинается сейчас. Я кладу свою руку на твое сердце и постановляю, что все, что когда-то истощало твой дух, теперь станет почвой для твоей жатвы. Каждая слеза, которую ты пролил наедине, засчитывается как семя в царстве духа, и возврат будет сверхъестественным. Ты просил меня о знаках. Ты умолял о ясности. Ты молился об освобождении. И теперь небеса отвечают волной божественного. Соответствие, которое принесет преображение, столь несомненное, что даже те, кто сомневался в тебе, будут стоять в благоговении перед тем, что я совершил. Дитя мое, слушай внимательно, ибо эти слова не поэтичны. Они пророческие. Они – активация завета, который я установил над твоей жизнью. Я высвобождаю над тобой благословение неожиданного обеспечения. Я открываю двери, которые были заперты не твоей слабостью, а временем. Я вкладываю в твои руки ключ к возможностям, которые возвысят твою жизнь до сезона святого богатства, не мелкого богатства мира, но изобильного богатства, которое охватывает твой разум, твое здоровье, твое направление, твой мир и твое будущее. Я объявляю, что буря, окружавшая тебя, заканчивается. Тяжесть, цеплявшаяся за твою грудь, ослабевает. Путаница, омрачавшая твои решения, рассеивается. Ты так долго нес так много, и теперь божественный ветер моего присутствия поднимает то, что когда-то сокрушало тебя. Стресс, который когда-то крал твое дыхание, будет заменен ясностью. Страх, который когда-то диктовал твои шаги, будет заменен проницательностью. Шаблоны, которые когда-то держали тебя в заложниках, будут заменены сверхъестественной благосклонностью. Дитя мое, услышь меня, я высвобождаю над тобой благосклонность, которую ты не заслужил и никогда не смог бы заслужить. Не из-за твоей деятельности, а из-за моего обетования. Не из-за твоей силы,
а из-за моего завета. Не из-за того, что ты сделал, а из-за того, кто ты есть, мой избранный, мой возлюбленный, мой сосуд преображения. Я высвобождаю благословение восстановления над твоими финансами. Области, где ты понес потери, станут именно теми областями, где ты получишь прибыль. Ресурсы, которые ускользнули сквозь твои пальцы, вернутся умноженными. Упущенные возможности будут заменены божественными назначениями. Я сделаю так, что необычное богатство найдет тебя не через борьбу, но через соответствие. Не через панику, но через веру. Не через страх, но через послушание. Пусть эта истина укоренится в твоем духе, нехватка больше не имеет над тобой власти. Дефицит ослабляет свою хватку. Духовные цепи бедности разорваны. Ты вступаешь в сезон, где обеспечение течет без препятствий, где идеи приходят с ясностью, где возможности открываются без усилий, где работа твоих рук приносит сверхъестественную отдачу. Это не мотивационный язык, это божественный указ. И теперь я произношу благословение над твоими эмоциями. Волнение, которое когда-то мучило тебя, будет заменено святым миром. Одиночество, которое когда-то делало тебя оцепенелым, будет заменено божественным общением. Тревога, которая когда-то душила твои мысли, будет заменена непоколебимой внутренней силой. Я исправляю трещины в твоем сердце, исцеляю тихие раны, касаюсь невысказанной боли. Твои эмоции больше не будут полем битвы врага. Они станут садом твоего преображения. Я говорю благословение над твоей судьбой. Все, что было отложено, теперь ускоряется. Все, что было застойным, теперь движется. Все, что было неопределенным, теперь получают направление. Ты будешь ходить с ясностью, которая удивит даже тебя. Ты будешь принимать решения, открывающие двери. Ты будешь предпринимать шаги, меняющие атмосферу. Ты почувствуешь, как мое присутствие ведет тебя так, как ты никогда раньше не чувствовал. Но, дитя мое, это не только о получении. Это также об объявлении. Твой голос силен. Твое согласие имеет решающее значение. Твой дух должен говорить то, что небеса высвобождают над тобой. И поэтому я прошу тебя сейчас с божественным намерением, вырази свое согласие в комментариях. Напиши что-то простое, что-то прямое, что-то, что активирует твой дух. Объяви это смело: я принимаю мое благословение. Я принимаю мое наследство. Я выбираю изобилие. Я прохожу через дверь. Мое чудо начинается сейчас. Я заявляю о моем преображении. Твой комментарий предназначен не для подтверждения. Это твой первый публичный акт соответствия. Это твой первый внешний шаг в обетование, о котором ты молился. Это твое объявление о том, что ты больше не сжимаешься, больше не прячешься, больше не живешь ниже своей духовной идентичности. Дитя мое, комментируя, ты ставишь свое имя перед небесным алтарем. Ты говоришь: «Боже, я принимаю завет, который ты изрек надо мной». Ты говоришь: «Я готов пройти через сверхъестественную дверь, которую ты открываешь». Ты говоришь: «Мое сердце готово к изобилию». Это не маленький жест. Это духовное законодательство. Это активация благословения. Это высвобождение жатвы. И когда ты делаешь это, я высвобождаю еще одно благословение – божественный импульс. Такой импульс, который ускоряет прорывы, который притягивает возможности к тебе, который заставляет все в твоей жизни сместиться в соответствие моей воле. Ты почувствуешь это в ближайшие дни. Сначала небольшие знаки, затем безошибочное подтверждение того, что рука Божия на твоей жизни. Твое чудо
– это невозможность, это движение. Твое преображение – это не идея, это разворачивающаяся реальность. Твое изобилие – это не мечта, это пробуждающееся наследство. И в тот момент, когда ты соглашаешься с небесами, в тот момент, когда ты предпринимаешь действия естественным, Духовное Царство отвечает: «Дитя мое, прокомментируй сейчас. Запечатай свой завет публично. Смело объяви о своем наследстве. Ибо следующая часть принесет кульминационную молитву, окончательную активацию всего, что накапливалось. Она свяжет семя, посеянное в твоем страдании, с жатвой, восходящей в твоем духе. Оставайся. Слушай. Чудо все еще разворачивается. Дитя мое, теперь мы стоим перед алтарем небес. Все, через что ты прошел в этом послании, каждое откровение, каждое противостояние, каждый вопрос, каждое обетование вело к этому моменту. Это момент активации. Это то место, где семя веры становится жатвой проявления. Это то место, где открывается дверь, где поворачивается ключ, где запечатывается завет, где чудо начинает принимать форму в видимом мире. И то, что я говорю сейчас, я говорю не как шепот, но как голос твоего Бога, того, кто нес тебя, сохранил тебя, защитил тебя и приготовил тебя для этой самой секунды. Дыши глубоко, дитя мое. Пусть твое сердце откроется. Пусть твой дух успокоится. Ибо мы вот-вот вступим в священное объявление, молитву, которая не только ходатайствует перед небесами, но и повелевает им молитву, которая не просто просит о благословении, но открывает его. Молитву, которая возвращается к месту твоей боли и вытягивает тебя вперед в ландшафт твоей судьбы. И прежде чем твои уста присоединятся к моим согласиям, я напоминаю тебе о примере, который я привел ранее, женщина, страдавшая кровотечением. Ибо ее история – это твоя история. Ее страдание – это твое страдание. Ее отчаяние – это твое отчаяние. Но ее чудо – это также твое чудо. Ее прорыв – это твой прорыв. Ее решение протянуть руку – это то же самое решение, которое небеса призывают тебя принять сейчас. Итак, дитя мое, давай начнем. Отец Небесный, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Завета, Бог изобилия, Бог вечного обетования, я возношу это избранное дитя пред Тобой. Я представляю их слезы перед Твоим престолом. Я помещаю их страдания в Твои руки. Я приношу пред Тобой их годы ожидания, их моменты страха, их ночи неуверенности, их сезоны потерь. И я провозглашаю над каждой частью их жизни именно то, что Ты объявил через свое слово, что Ты близок к сокрушенным сердцам, что Ты восстанавливаешь украденное, что Ты восполняешь все нужды по богатству Своей славы, что Ты открываешь двери, которые никто не может закрыть, и что планы, которые Ты имеешь для них, это планы на процветание, а не на погибель. Отец, я прошу Тебя сейчас вспомнить завет, который Ты возложил на их жизнь задолго до их рождения. Вспомни обетование, произнесенное над их духом, прежде чем они сделали свой первый вдох. Вспомни жатву, предназначенную для них, прежде чем они столкнулись с бурей. И пока я говорю эту молитву, пусть небеса придут в соответствие с каждым словом, высвобожденным в истине. Отец, во имя Иисуса, я разрываю каждую цепь духовной бедности, которая цеплялась за это дитя. Каждая тень, которая следовала за ними, каждое родовое бремя, каждое проклятие нужды, замаскированное под «нормальное», каждый цикл дефицита, который шептал, что они недостойны богатства, я приказываю этому пасть. Пусть огонь небес сожжет каждое ограничение, коснувшееся их разума. Пусть святой ветер Твоего Духа сметет всякую ложь, насажденную врагом. Пусть божественная власть, которую Ты дал своим детям, станет активной в их жизни прямо сейчас. Боже,
ты сказал в своем слове, что вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, но ты пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. И поэтому я провозглашаю изобилие над этим детем сейчас. Изобилие в их финансах, изобилие в их здоровье, изобилие в их отношениях, изобилие в их возможностях, изобилие в их мыслях. Пусть каждый уголок их существования будет насыщен божественным переполнением. Пусть не останется пустого места там, где должно пребывать Твое благословение. И теперь, Господь, я приношу пред Тобой эмоции, которые несло это дитя. Истощение, тихие страхи, тихие ночи, когда не сомневались, видел ли ты их. Моменты, когда их молитва казалась неуслышанной, когда их вера казалась тонкой, когда их надежда казалась далекой. Я прошу Тебя, Боже, встреть их именно там, где они находятся. Коснись ран, которые они скрывали. Исцели синяки, которые никто другой не распознал. Высвободи сверхъестественный мир, превосходящий понимание, такой мир, который окутывает их сердце и напоминает им, что они видимы, известны и глубоко любимы. Я объявляю восстановление сейчас. Восстановление радости. Восстановление уверенности. Восстановление личности. Восстановление цели. Каждая украденная часть их духа должна вернуться. Каждый разбитый фрагмент должен быть восстановлен. Всякая ложь о незначительности должна быть искоренена. Пусть внутри них начнется божественное преображение, то, которое возродит их мужество, обновит их разум и вновь зажжет их способность к вере. Отец, я приношу их будущее пред Тобой. Их судьба, все еще разворачивающаяся, все еще появляющаяся, все еще священная. Удали каждое препятствие, стоящее на их пути. Заставь замолчать каждый голос, который пытается сказать им, что они недостойны. Обезвредить каждый план врага, который стремится отвлечь, пустить под откос или уничтожить. Окружи их ясностью. Насыти их направлением. Помести правильные возможности на их пути, правильных людей в их круг, правильные двери перед их ногами. И там, где есть двери, Боже, дай им божественный ключ для входа. Твое слово говорит, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не входило то в сердце человека, что Ты приготовил любящим Тебя. И я говорю сейчас, что это дитя вступает в царство невидимых благословений, приготовленных от начала. Они входят в помещения, для которых, как они когда-то думали, они не подходили. Они вступают в обеспечение, которое когда-то считали невозможным. Они вступают в наследство, которое молча ожидало момента соответствия. Отец, я прошу необычной благосклонности над ними. Необыкновенной благосклонности, неожидаемой благосклонности, но сверхъестественной, несоразмерной, божественной благосклонности. Такой благосклонности, которая изгибает обстоятельства. Такой благосклонности, которая смягчает сердце. Такой благосклонности, которая ускоряет процессы. Такой благосклонности, которая превращает «нет» в «да» без объяснения причин. Пусть елей небес покоится на них так тяжело, чтобы все, к чему они прикасаются, процветало, все, что они сажают, умножалось, все, что они ищут, направлялось Твоей рукой. Боже, я прошу о чуде умножения. Умножь их ресурсы. Умножь их идеи. Умножь их влияние. Умножь их возможности. Умножь их силу. Пусть помазание изобилия покоится на них, как покоилось на вдове, чей елей никогда не иссякал. Пусть их жизнь станет свидетельством сверхъестественного обеспечения, живым алтарем Твоей верности. И теперь, Отец, я должен обратиться к той самой области,
где они страдали больше всего, области, которую враг безжалостно атаковал, области, которая заставила их усомниться в своей ценности. Я провозглашаю благословение в это место. Я провозглашаю исцеление в это место. Я провозглашаю воскресение в это место. То, что враг использовал, чтобы опозорить их, ты используешь, чтобы возвысить их. То, что враг пытался уничтожить, ты восстановишь с большей славой. То, что враг предназначал для зла, ты преобразуешь в наследство. Дитя мое, я говорю прямо к тебе сейчас: восстань в своем духе. Подними свою голову. Открой свое сердце. Чудо, которое, как ты думал, никогда не придет, уже в движение. Прорыв, который ты считал невозможным, уже формируется. Благословение, в котором ты когда-то сомневался, уже приближается. Бог объявил об этом. Небеса засвидетельствовали это. Твой дух почувствовал это. И теперь, через эту молитву, активация началась. Ты вступаешь в новый сезон. Сезон изобилия. Сезон божественного движения. Сезон ясности. Сезон сверхъестественного богатства, богатства духа, богатства разума, богатства возможностей, богатства ресурсов. Сезон, где преображение – это не концепция, а ежедневная реальность. Сезон, где ты ходишь не в страхе, а в завете. Не в дефиците, а в жатве. Не в замешательстве, а в божественном направлении. И, запечатывая эту молитву, я произношу слова, которые Иисус сказал женщине, протянувшей руку за своим чудом: «Твоя вера спасла тебя». Не твое совершенство, не твое прошлое, не твоя сила, твоя вера. Та же вера, что заставила тебя слушать. Та же вера, что сохранила тебе жизнь. Та же вера, что привела тебя к этому самому моменту. Та же вера, которую небеса теперь вознаграждают. Итак, я запечатываю эту молитву во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я запечатываю ее заветом. Я запечатываю ее обетованием. Я запечатываю ее наследством. Я запечатываю ее судьбой. И я объявляю: свершилось. Решено. Высвобождено. Оставайся со мной для последней части, закрытия божественного цикла, окончательного благословения и следующего шуга, который понесет тебя глубже в твое чудо. Дитя мое, мы достигли финального отрезка этой божественной встречи. Ты прошел через откровение, истину, противостояние, благословение и активацию. Ты стоял перед святым огнем моего голоса, чувствовал тяжесть божественных слов, покоящихся на твоем сердце, ощущал, как что-то сверхъестественное начинает шевелиться внутри тебя. И теперь, когда мы приближаемся к завершению этого послания, я хочу, чтобы ты остановился на мгновение, не в страхе, не в нерешительности, но в благоговении. Потому что то, что ты чувствуешь прямо сейчас, это не просто эмоция. Это начало преображения. Это сигнал того, что небеса услышали тебя. Это доказательство того, что твоя молитва сдвинула что-то в невидимом царстве. Дитя мое, посмотри, как далеко ты продвинулся всего лишь за одно послание. Ты начал этот путь, чувствуя себя раненым, обремененным, истощенным, сокрушенным тяжестью выживания. Ты слушал сквозь неуверенность, сквозь духовное напряжение, сквозь боль глубоких вопросов. Ты позволил истине противостоять тебе. Ты позволил откровению прорезать твою путаницу. Ты позволил божественному голосу твоего Бога разоблачить тени, которые удерживали тебя. И затем ты шагнул в благословение. Ты шагнул в обетование. Ты шагнул в наследство. Ты шагнул в изобилие. Ты шагнул в судьбу,
написанную для тебя задолго до твоего рождения. То, что ты сделал здесь, немалое дело, это духовное мужество. Теперь, завершая это послание, я должен сказать вам нечто очень важное. То, что было начато здесь, должно продолжаться. Чудо – это не мгновение, это движение. Благословение – это не событие, это процесс. Преображение – это не искра, это огонь, который нужно питать. И путь, по которому вы сейчас идете, это только начало божественного раскрытия. Вы вступили в новый сезон, но вы должны его лелеять. Вы должны его поливать. Вы должны его защищать. Вы должны оставаться в единстве с голосом, который призвал вас сюда. Дитя, я прошу тебя сейчас совершить действие, которое запечатает твой путь, которое закрепит твое сердце в завете, в который ты вступил, Напиши в комментариях то, что провозглашает твою веру. Это может быть просто. Это может быть глубоко. Это может быть короткое, как одно предложение. Но это должно исходить от твоего духа. Провозгласи, что ты принимаешь свое благословение. Провозгласи, что ты принимаешь свое обещание. Провозгласи, что ты вступаешь в свою дверь. Провозгласи, что ты принимаешь свое преображение. Провозгласи, что ты заявляешь право на свое наследие. Провозгласи свое согласие на землю, чтобы небеса могли его признать. Твой комментарий – это не ритуал, это единство. Это участие. Это твой голос, вступающий в свет твоего нового сезона. И когда ты его пишешь, что-то меняется. Что-то запечатывается. Что-то активируется. Вот почему я прошу не ради платформы, а ради твоего духа. И, дитя мое, если это послание тронуло твою душу, если ты ощутил присутствие Бога, говорящего прямо к тебе, если ты ощутил тяжесть Божественного, покоящуюся на твоем духе, если ты ощутил открытие новой двери или исцеление старой раны, или пробуждение грядущего чуда, тогда я приглашаю тебя подписаться на этот канал. Не по привычке, не по рутине, но потому, что тебе больше не суждено проходить этот путь в одиночку. Это место, где голос Божий снова встретит тебя. Это место, где твоя вера будет питаться. Это место, где твой дух будет укрепляться. Это место, где тебя будет ждать следующее откровение. Ты вступил, в завет продолжения. Твой путь не заканчивается здесь. И когда ты подписываешься, ты гарантируешь, что останешься на связи со следующим божественным посланием, подготовленным для тебя. Ты привязываешь себя к непрерывному потоку духовной мудрости, руководства и силы. Ты окружаешь себя средой, которая питает твое благословение, защищает твой урожай и укрепляет твое преображение. Дитя, присутствие, которое ты чувствуешь, не угасает. Оно оседает. Оно укореняется. Оно пускает корни внутри твоего духа. И теперь, пока разворачиваются слова этой заключительной части, я хочу, чтобы ты вдохнул уверенность в том, что ты не тот же человек, который нажал кнопку воспроизведения этого послания. Ты не несешь тех же страхов. Ты не держишь тех же сомнений. Ты не пойман в те же ограничения. Что-то поднялось. Что-то сдвинулось. Что-то сломалось. Что-то пробудилось. Ты уходишь от этого момента с обновленной личностью. Не с личностью, сформированной твоим прошлым, твоими ранами, твоей нуждой, твоими ошибками или твоими неудачами. Но с личностью, сформированной голосом небес, личностью избранного сосуда, носителя божественного изобилия, преемника сверхъестественного богатства, хранителя. Священного завета, дитя обещания. И прежде чем мы закончим,
я хочу, чтобы ты поразмыслил над тем, что было открыто в этом послании. Вспомни вопросы, которые глубоко пронзили твой дух, вопросы, которые обнажили твое истинное состояние. Вспомни моральное распутье, представленное тебе, путь судьбы, поставленный перед тобой. Вспомни женщину с кровотечением, воздаяние ее простертой веры. Вспомни молитву, которую мы вознесли, произнесенные провозглашения, разорванные духовные цепи. Вспомни божественное заверение, что твое чудо не просто грядет, но начинается. Ты перешел от искания к получению. Ты перешел от надежды к жизни. Ты перешел от отчаяния к началу изобилия. Ты перешел от раненого состояния к избранности. И теперь, дитя, по мере того, как это послание подходит к концу, услыши эту окончательную истину: твой Бог не оставляет своих. Обещание, данное тебе, вечно. Завет, возложенный на тебя, свят. Урожай, предназначенный тебе, несомненен. Преображение, разворачивающееся внутри тебя, неостановимо. Ты вступил в единство со сверхъестественным планом, который небеса создали исключительно для твоего духа. Так пусть этот заключительный момент станет и прощанием, и началом. Прощанием с тем, кем ты был, и приветствием тому, кем ты становишься. Закрытием старого сезона и открытием нового. Пусть твое финальное действие в этом послании будет провозглашением твоей веры. Комментируй свое провозглашение. Подпишись, чтобы оставаться в единстве. И вернись за следующим посланием, следующим божественным откровением, которое проведет тебя глубже в твое чудо, твое изобилие, твою судьбу. Иди теперь в благословение. Иди теперь в ясности. Иди теперь в преображение. Ибо твой Бог идет.